Что если Чернобыль можно было предотвратить? За 11 лет до катастрофы 30 ноября 1975 года на первом энергоблоке Ленинградской атомной электростанции произошла серьезная авария с реактором того же типа – РБМК. Инженеры увидели опасные особенности его конструкции, подготовили выводы и предупредили руководство. Но система решила, что ничего страшного не произойдет. Все доклады ушли в архив. Признать ошибку в совершенной системе было нельзя. 25 апреля 1986 года Припять живет своей обычной жизнью. Город будущего, где все под контролем. Именно это ощущение безопасности – главный враг. Потому что самые страшные катастрофы начинаются не со взрыва. Они начинаются с одной фразы «Ничего страшного не случится». Сегодня мы разберем 6 факторов, которые по отдельности не выглядели смертельными, но вместе превратили обычное испытание в крупнейшую техногенную катастрофу 20 века. Представьте домино. Каждая костяшка сама по себе не опасна, но если толкнуть первую, остановить процесс почти невозможно. Первая костяшка – доклад, который проигнорировали. Вторая – решение отложить эксперимент почти на 9 часов. Дальше – больше. И главный вопрос – можно ли было остановить Чернобыль? Или после определенного момента трагедия стала неизбежной. 26 апреля 1986 года, 1 час 23 минуты 44 секунды. 4 секунды, после которых мир уже никогда не станет прежним. 1986 год. Разгар холодной войны. Атомная энергия – символ прогресса, могущества, будущего. Чернобыльская АЭЦ – одна из главных витрин этой мощи. Сердце 4-го энергоблока – реактор РБМК-1000. Реактор большой мощности канальный. В качестве замедлителя – графит. В качестве теплоносителя – обычная вода. Звучит надежно? Не совсем. У РБМК была особенность, которая делала его хрупким, как стеклянный шар. Положительный паровой коэффициент реактивности. Объясняю простым языком. Представьте кастрюлю с водой на плите. Вода нагревается, появляются пузырьки. В обычных реакторах пузырьки замедляют реакцию и естественная система самозащиты. Чем сильнее разгон, тем сильнее реактор себя успокаивает. У РБМК все наоборот. Когда воды меньше, а пара больше, нейтроны разгоняются. Пузырьков становится больше, реакция ускоряется. Вода нагревается сильнее, пара еще больше, и реактор начинает сам себя подталкивать к ускорению. Представьте автомобиль, у которого при нажатии на тормоз двигатель неожиданно раскручивается сильнее. Звучит абсурдно, но именно такой эффект возникал в РБМК на низких мощностях. В большинстве реакторов мира этот эффект отрицательный, в РБМК – положительный. Опытные специалисты старались избегать таких режимов, но об этом знали не все, а некоторые считали проблему надуманной. Позже комиссия признает, конструкция реактора – один из ключевых факторов катастрофы. Но пока об этом никто не думает. На календаре 25 апреля. Впереди обычный эксперимент. Что проверяли? На первый взгляд, ничего необычного. Если на станции исчезает внешнее питание, насосы охлаждения нельзя оставлять без электричества. Что будет те десятки секунд, пока не запустятся дизели? Инженеры хотели проверить, сможет ли турбогенератор после отключения вращаться по инерции и вырабатывать энергию для насосов. Звучит логично, даже необходимо. Подобные испытания уже проводились. Именно это расслабило персонал. Когда делаешь что-то в 3-й или 4-й раз, мозг воспринимает задачу как рутину. Проявляется мысль: мы уже проходили это, ничего страшного, сейчас быстро закончим. Рутина – главный союзник катастроф. Человек перестает ждать неожиданностей. Для эксперимента нужно было снизить мощность до 700 мегаватт, запланированный режим. После испытания реактор все равно собирались останавливать на ремонт. Идеальный момент. 25 апреля в час дня мощность спокойно снижают. Все по графику, никаких тревог. И вдруг звонок от диспетчера энергосистемы. Снижать мощность дальше нельзя. Промышленности Украины нужна электроэнергия. Реактор должен работать. Казалось бы, подождали и продолжили. Но именно здесь начинается цепочка, которую уже не остановить. Эксперимент откладывают почти на 9 часов, с 14 часов до 23 часов 10 минут. Все это время реактор продолжает работать примерно на половинной мощности.
Именно такой режим способствует накоплению ксенона-135, продукта деления урана, который активно поглощает нейтроны и затрудняет управление реактором. Один из них сыграет роковую роль – ксенон. Если не слышали этого слова, запомните. Это газ – продукт деления урана. Ксенон активно поглощает нейтроны, душит цепную реакцию. Инженеры называют его ядом реактора. Чем больше ксенона, тем сложнее управлять мощностью. За почти 9 часов вынужденной задержки ксенона накопилось значительно больше, чем ожидалось. Персонал еще не понимает, насколько изменилось состояние реактора. Внешне все спокойно. Приборы работают, насосы работают, освещение горит. Но внутри уже идет процесс, который медленно превращает эксперимент в смертельную игру. И самое тревожное, никто не осознает, правила уже изменились. Теперь, когда мы разобрали конструкцию реактора и цепочку событий, давайте посмотрим на тех, кто принимал решение в ту ночь, потому что катастрофа – это всегда сплав технических несовершенств и человеческих характеров. Анатолий Дятлов, заместитель главного инженера по эксплуатации. Именно он руководил испытанием. Родился в 1931 году в Красноярском крае. По образованию инженер-физик. Коллеги описывали его как человека строгого и сурового, но при этом, в отличие от сериального персонажа, не позволявшего себе оскорблений. Судя по материалам дела, на посту заместителя главного инженера он проявлял тяжелый характер, самодеятельность и медлительность. Дятлов был не злодеем из кино. Он был человеком, который привык командовать и не терпел возражений. В обычной жизни это могло быть достоинством. В ночь эксперимента, когда реактор уже вышел из-под контроля, эта черта стала смертельной. Несмотря на возможность прекратить испытание, он принимает решение продолжить программу. Виктор Брюханов, директор станции. Его назначили на этот пост еще в 1970 году, когда станцию только начинали строить. 16 лет он руководил крупнейшим ядерным комплексом страны. Современники вспоминали, что Брюханов не был похож на большинство советских руководителей, говорил тихим, но уверенным голосом, был вежлив, нравился подчиненным. Парадокс: мягкий и вежливый человек оказался во главе системы, которая требовала жесткости. Он не создавал аварию, но не смог предотвратить ее, потому что был частью этой системы. После взрыва его отстранили, отдали под суд и приговорили к 10 годам лишения свободы. Николай Фомин, главный инженер. Именно он утвердил программу испытаний. По некоторым данным, он сам назначил эти испытания без одобрения сверху, не уведомив ни Госатомэнергонадзор, ни профильные институты. При этом Фомина называли толковым инженером, грамотным и напористым руководителем. Но был нюанс. До Чернобыля он работал на тепловой электростанции и не имел практического опыта эксплуатации реакторов РБМК. Москва знала, что он жесткий и требовательный руководитель, и именно за эти качества его утвердили на должность. Фомин – человек, который привык действовать, не спрашивая разрешения. В обычной системе это инициатива, в атомной – самонадеянность, которая стоила слишком дорого. Эти трое – Дятлов, Брюханов, Фомин – не были злодеями. Они были продуктами системы, которая ценила результат выше безопасности, инициативу выше осторожности, план выше реальности. Именно таких людей она выдвигала наверх. Именно такие люди и оказались у руля в роковую ночь. Но есть и четвертый, тот, кто приехал после. Валерий Легасов, академик, член правительственной комиссии. Ученый-химик, доктор наук. В Чернобыле он проявил служебную въедливость и бесстрашие. На армейском вертолете приблизился к реактору вплотную, чтобы лично замерить уровень радиации. Работа в Чернобыле изменила его. Не только взгляды на атомную энергетику, но и характер. Легасов – человек, который увидел правду и отказался молчать. Именно он настоял на максимально решительных мерах. Именно он позже расскажет миру о причинах катастрофы. Он оставил аудиозаписи, где подробно объяснял, что пошло не так. А через 2 года после аварии, 27 апреля 1988 года, его нашли мертвым. В записках, оставленных им, была фраза: «Я понял, что мои усилия по осознанию чернобыльской катастрофы наталкиваются на стену непонимания». Что объединяет всех этих людей? Они не планировали катастрофу. Они просто делали свою работу так, как их учили. Система поощряла одни качества и подавляла другие. Она не учила говорить «стоп». Она не учила признавать ошибки. Она не учила сомневаться в инструкциях,
даже если инструкции вели в пропасть. Именно поэтому Чернобыль — это не история одного злодея или одной ошибки. Это история системы, которая сама создала условия для катастрофы, а потом нашла виноватых. В 23 часа 10 минут ограничения снимают. Диспетчер разрешает продолжать. Кажется, все идет по плану, но это иллюзия. Плана больше нет, есть только попытка догнать время. И это еще одна роковая ошибка. После полуночи снижение мощности. Сначала нормально, приборы показывают ожидаемые значения. В 0 часов 28 минут мощность резко падает. 500 мегаватт, 300, 100, 50, 30. Для реактора это почти остановка. В операторской напряженная тишина. Ситуация вышла за рамки программы. На этом уровне реактор крайне нестабилен, ксенон накапливается, нейтронов все меньше, реакция задыхается. Было очевидное решение – остановиться, заглушить реактор, подождать сутки, дождаться, пока ксенон исчезнет, и начать заново. Сегодня каждый скажет, ну конечно, именно так и нужно было сделать. Но мы знаем финал, а они – нет. Для людей в операторской это была производственная проблема, которую, как им казалось, можно решить. Знание будущего создает иллюзию очевидности. В реальности все сложнее. Теперь поставьте себя на их место. Реактор отравлен ксеноном, работает нестабильно, мощности не хватает. Начальство требует продолжать. Остановиться, признать, что план провален. Что выберете? Отложить эксперимент или попытаться дожать? Чтобы вернуть мощность, извлекает управляющие стержни. Каждый стержень – тормоз для реактора. Он поглощает нейтроны, замедляет реакцию. Чем больше стержней внутри, тем спокойнее реактор. Чем меньше, тем опаснее. Операторы извлекают их один за другим. Мощность медленно растет. Но цена слишком высока. Из 211 управляющих стержней в активной зоне остается лишь около 6-8 полностью введенных, значительно меньше допустимого минимума. 6 на огромный реактор. Представьте самолет, который взлетает почти без гидравлики, или машину на трассе без тормозов. Она еще едет, но любая неожиданность – трагедия. Именно в таком состоянии оказался 4-й блок. Позже специалисты назовут этот режим одним из самых опасных для РБМК. Но операторы видят только одно – мощность вернулась к 200 мегаваттам, меньше запланированных 700. Но руководство решает продолжить. Многие исследователи проводят здесь черту. До этого момента еще можно было отказаться. После события становятся лавинообразными. Дальше еще тревожнее. Чтобы испытание не было автоматически прервано, часть систем защиты была отключена в соответствии с программой испытаний. Однако в сочетании с уже сложившимися условиями это значительно уменьшило запас безопасности. Звучит пугающе. Но во время испытаний такое допускалось регламентом при определенных условиях. Проблема не в самом отключении, а в том, что все это происходит одновременно с другими факторами. Реактор уже отравлен ксеноном, работает на низкой мощности. Большинство стержней извлечены. Испытание идет не по графику. И теперь еще и ограничение автоматики. По отдельности каждый фактор не фатален. Вместе идеальный шторм. Представьте альпиниста. Он опытный, не раз покорял вершины. Но однажды он выходит в горы в сильный ветер с плохой страховкой по незнакомому маршруту ночью. Каждое решение само по себе не смертельно, но их сочетание резко увеличивает шанс трагедии. Так работают большинство катастроф. Редко одна причина, почти всегда цепочка решений. Каждая кажется допустимым до того момента, пока они не складываются в одно целое. Часы приближаются к 1:30. В операторской никто не понимает, насколько станция близка к границе, за которой безопасных сценариев уже нет. Снаружи все спокойно. Нет пожара, нет дыма, нет сирен. Но опасность особенно коварна именно тогда, когда она невидима. В 1 час 22 минуты 30 секунд система «Скала» выдает отчет о состоянии активной зоны. Количество стержней в реакторе ниже допустимого. Режим нестабильный. Оборудование само говорит людям «остановитесь». Современные системы безопасности могут автоматически блокировать опасные действия. Но в середине 80-х вычислительная система станции могла лишь предупредить операторов. Окончательное решение все равно оставалось за человеком. Представьте навигатор, который повторяет: через 100 метров поверните, через 50,
Вы пропустили поворот. Но водитель сознательно едет прямо, навигатор уже не спасет. Последнее предупреждение прозвучало, эксперимент продолжили. Позже многие специалисты назовут это одной из последних возможностей избежать трагедии. В 1 час 23 минуты 4 секунды испытание начинается. Подача пара на турбогенератор прекращается, он должен вращаться по инерции. Именно это хотели проверить. Сможет ли оставшаяся энергия питать насосы охлаждения? На бумаге красиво, но реактор уже не тот, что был в программе испытаний. Он как тяжело больной, которого заставляют бежать марафон. Каждая секунда только ухудшает. Турбина замедляется, насосы качают меньше воды, а вода охлаждает топливо и участвует в управлении реакцией. Воды меньше, она быстрее превращается в пар. А вы помните, что это значит для РБМК? Пар вытесняет воду, пузырьков больше, реактивность растет, пока медленно, но процесс запущен. Это как снежный ком. Сначала маленький, кажется, можно остановить рукой. Но через несколько секунд уже лавина. В 1 час 23 минуты 35 секунд ситуация выходит из-под контроля. Мощность начинает стремительно расти. Процесс развивается настолько быстро, что у операторов практически не остается времени осознать происходящее. Каждая секунда становится бесценной. Автомобиль внезапно начал сам разгоняться. Водитель жмет на тормоз, машина не слушается. Она ускоряется. Расстояние до стены сокращается быстрее, чем человек успевает осознать. Операторы понимают, что-то не так. Но масштаб опасности еще не ясен. Паники нет. Попытка исправить. Инженер всегда сначала спасает систему, потом думает о себе. Оператор снимает колпачок с кнопки АЗ-5. Последняя надежда. АЗ-5 – главная кнопка реактора. Нажал – остановился. Во всем мире аварийная защита работает именно так, без исключений, без сюрпризов, абсолютная гарантия. Этому учили, на это рассчитывали, поэтому никто не мог предположить, что через секунды кнопка станет частью катастрофы. 187 стержней аварийной защиты одновременно идут вниз. Со стороны все правильно. Люди делают то, что должны. Именно здесь Чернобыль перестает быть историей только человеческих ошибок. Дальше – конструкция реактора. Большинство уверены, аварийная защита всегда уменьшает мощность. В Чернобыле иначе. У стержней были графитовые наконечники, а графит увеличивает реактивность. Парадокс. В первые мгновения стержни еще не успели глубоко погрузиться, но графит уже вошел в активную зону. Вместо торможения – дополнительный разгон. Как если бы пожарная система сначала полила огонь бензином, а уже потом водой. В 1 час 23 минуты 40 секунд мощность взлетает в десятки раз выше проектной. Топливо разрушается, давление разрывает каналы. В 1 час 23 минуты 44 секунды 2 взрыва. Крышка реактора весом 2000 тонн была подброшена вверх. Активная зона разрушена. Горящий графит, столб дыма, пара, радиоактивных частиц. Мощность реактора в последние мгновения превысила проектную в десятки раз. По современным оценкам она достигла десятков гигаватт всего за считанные секунды. В этот момент никто не понимает масштаб. Многие уверены, реактор такого типа взорваться не может. Реальность оказалась сильнее убеждений. Пожарные едут тушить обычный пожар, им не говорят «осторожно, открытый реактор». Они поднимаются на крышу, получают смертельные дозы за минуты, даже не зная об этом. Из-за несовместимых с жизнью доз облучения в первые месяцы умерли 28 человек, пожарные и сотрудники станции. Многие в возрасте до 30 лет. Радиация не пахнет, не светится, не издает звуков. Она просто делает свое дело. И это самое страшное. От пламени убегаешь инстинктивно, от того, чего не видишь, невозможно. К утру жизнь в Припяти не остановилась. Дети играют на улицах, кто-то фотографирует странное зарево над станцией, кто-то выходит на балкон посмотреть. Никто не знает, красивое свечение – неприродное явление. Это признак мощнейшего радиоактивного загрязнения. Каждое лишнее мгновение на воздухе – доза. Человеку свойственно любопытство, но в этот раз оно оказалось смертельным. Они доверяли системе, верили, если опасно, сообщат. Не сообщили. 27 апреля – эвакуация. Автобусы. Людям говорят: временная эвакуация, через 2-3 дня вернетесь.
Поэтому берут только документы, немного одежды, еды. Окна не закрывают, фотографии не забирают. Домашних животных оставляют. Зачем? Ведь скоро вернутся. Они не вернутся никогда, почти никогда. Уже через несколько месяцев, а затем и годы, несмотря на официальные запреты и смертельную опасность, некоторые из них начали возвращаться. Их назвали самоселами. К 1987 году в зону отчуждения вернулось более 1200 человек. Они не могли прижиться на чужбине, их тянуло назад, к родной земле. Это были в основном пожилые люди, для которых 5 лет жизни в собственном доме под угрозой радиации были лучше, чем 10 лет в чужом городе. Они селились в своих старых хатах, в селах, которые официально считались мертвыми. Они нарушали закон, но власть смотрела на это сквозь пальцы. Сегодня самоселов осталось всего около 100 человек. Их средний возраст далеко за 70. Они последние живые свидетели того мира, который исчез в ту апрельскую ночь. Но была и еще одна опасность, невидимая, движущаяся. Радиоактивное облако, поднявшееся над разрушенным реактором, ветер нес на северо-восток, прямо на Москву, Воронеж, Нижний Новгород, Ярославль. Министр гидрометеорологии СССР Юрий Израэль получил карту. Если радиоактивная масса достигнет столицы, где уже накапливался весенний грозовой фронт, пострадают миллионы. И тогда было принято решение, которое долгие годы оставалось секретным – вызвать дождь. В тот же день в аэропорту Москвы техники зарядили артиллерийские снаряды юдидом серебра. Пилоты ВВС Советского Союза поднялись в небо на бомбардировщиках Ту-16. Среди них был майор Алексей Грушин. Он несколько раз летал над Чернобылем и Белоруссию. Экипажи работали на расстоянии 30, 70, 100 и даже 200 километров от станции. Приближаясь к радиоактивным облакам, они выпускали снаряды с йодистым серебром. Это заставляло влагу в воздухе собираться в крупные капли, которые выпадали в виде дождя. Капли связывали радиоактивную пыль и уносили ее на землю. Там, где пилоты стреляли йодидом серебра, начинался радиоактивный дождь. Цель была достигнута. Радиоактивные осадки не дошли до Москвы и других крупных городов. Но заплатили за это другие. Более 4000 квадратных миль территории Беларуси были принесены в жертву ради спасения столицы. Жители белорусского Гомеля вспоминали, как вскоре после взрыва над городом прошел черный дождь. Никто не предупредил их. Искусственный дождь на своем пути отравил сотни тысяч белорусов, которые ничего не знали. Самолеты в небе, странный желто-серый инверсионный след, а затем ливень. Операция оставалась совершенно секретной долгие годы. Москва отрицала сам факт разгона облаков. Лишь спустя 20 лет, на годовщину катастрофы, майор Грушин и его сослуживцы рассказали правду. В это же время, когда проходила операция по разгону облаков, началась операция по борьбе с последствиями на Земле. Первой задачей стало тушение многочисленных очагов пожара. Пожарные использовали воду там, где это было возможно, а позднее, для локализации разрушенного реактора, с вертолетов начали сбрасывать песок, бор, свинец и другие материалы. Представьте, вертолет зависает над раскаленной воронкой. Летчик видит внизу разрушенную активную зону. У него всего несколько секунд, чтобы точно сбросить груз. Ошибка может стоить жизни. Таких вылетов были десятки. Многие пилоты получили очень высокие дозы облучения. Каждый полет проходил в чрезвычайно опасных условиях и требовал огромного мужества. Вторая задача – изолировать реактор. Строят саркофаг, 1000 людей. Работа посменно, по минутам. Каждое лишнее мгновение рядом с реактором – риск. Третья – не дать расплаву уйти в грунтовые воды. Под реактором шахтеры пробивают тоннель. Температура невыносимая, вентиляция почти не работает. Каждое решение на ходу, инструкций нет, никто не сталкивался с этим раньше. И все это время радиация. Невидимая, беззвучная. Ей не нужны границы, ей не нужны разрешения. По официальным данным, около 600 тысяч человек получили статус ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Каждый из них заплатил за эту работу своим здоровьем, а многие – жизнью. А теперь Припять сегодня. Город, где время остановилось. В школе на доске расписание уроков на 26 апреля. Оно не стерлось. Детские сады с игрушками. Кухни с недопитым чаем. Квартиры с вещами на вешалках. 30 лет город ждал жителей, они не вернутся. Домино упало.
Но кто поставил первую костяшку? Не оператор, не инженер, не директор. Система, в которой нельзя сказать «стоп», если это противоречит плану. Система, которая не умела признавать ошибки. Система, где правда была опаснее аварии. Чернобыль не был единственной аварией. В 1979-м Три Майл-Айленд в Соединенных Штатах Америки. В 2011-м Фукусима в Японии. Причины разные, паттерн один. Самоуспокоенность, недооценка рисков, невозможность вовремя остановиться. Международная комиссия INSAC-7 позже напишет: авария стала следствием низкой культуры безопасности не только на Чернобыльской АЭС, но и во всей советской атомной отрасли. Это была системная проблема, а не ошибка одного человека. Сегодня в мире около 440 реакторов. Угроза не в технологии, угроза в людях, в культуре, которая поощряет или наказывает за правду, в системе, где ошибку легче скрыть, чем признать. Чернобыль не только про атомную энергию, это про любую сложную систему. Про IT, где баг в коде может уничтожить миллионы. Про авиацию, где сбой в управлении стоит жизней. Про медицину, где ошибка в диагнозе фатальна. В любой системе с человеком и иерархией катастрофа возможна. Вопрос не в том, случится ли она. Вопрос, готовы ли мы учиться. Или так и будем ставить домино, надеясь, что в этот раз не упадет. Мы все еще строим реакторы, и все еще думаем, с нами такого не случится. Вопрос лишь в том, кто и когда толкнет следующую костяшку. А теперь вопрос к вам. Мы разобрали 6 факторов, которые по отдельности не выглядели смертельными, но вместе превратили обычные испытания в крупнейшую техногенную катастрофу 20 века. Мы увидели систему, которая не умела признавать ошибки, и людей, которые не могли сказать «стоп». Но скажите честно, если бы вы оказались в операторской в ту ночь, остановили бы эксперимент? Или тоже попытались бы дожать, надеясь, что пронесет? Напишите в комментариях. Мне правда интересно, как бы поступили вы. И если вы дочитали до этого места, значит, вам не безразлична эта история. Значит, вы готовы думать, а не просто запоминать даты и цифры. Подпишитесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Впереди еще много сюжетов, которые мы разберем также детально, без ярлыков, без упрощений, с одной целью — понять, как устроен этот мир на самом деле. Спасибо, что были с нами. До новых встреч!